Окей, поехали. Я пропустил одно местечко, меня туда больше не пускали в прошлом эпизоде, поэтому мне пришлось победить снова большого пения, снова босса и достать эту штуку, решив головоломку с пазлом. Угу. Голубой. Какой-то безумец просит его убить. Что? Я больше этого не выдержу. Я почувствовал, что ты добра. Покажи доброту, убей меня. Пока... Минус насилие. Слушай, я не знаю ничего насчет тебя. Я не собираюсь убивать тебя только потому, что ты попросил. И вообще, что... С чего общего между мной и то, что я буду добра, и убийством тобой? Это прекратит мои страдания. Я уйду на своих условиях. Но уже поздно. Контроль потерян. Сила покинул меня. Я понятия не имею, чего ты так беспокоился. Тебе нужно быть более четким. Я ведь мысли читать не умею. Совсем уже обо всем уже позаботились. Пожалуйста, покинь это место. Мы позаботимся. Больше мы с вами разговаривать не будем. Их бирка изменилась. Это довольно подозрительно, но мне нужно сфокусироваться на миссии, и я не могу быть связан с тем, что здесь происходит. Или могу. Повторная попытка убить. Оптимизм и насилие. Сделал ли я правильную вещь? Он буквально молил об этом. Наверное, он страдал. Да, определенно. Так, тут костер был. Джек Хаммерсон. Подойти позже, у меня нет сейчас времени на то, чтобы разговаривать с кем-то сейчас. Ты не выглядишь занятым, что ты вообще делаешь? График свой подготавливаю. У меня много встреч по всей фабрике сегодня. Поэтому, если ты не записан, то можешь свалить отсюда. Господи, я не против, извини за... Кстати, есть что-то, кое-что, на что у меня есть время. Вообще есть кое-что. Я поспорил со своим приятелем, поскольку ты внешняя страна, то могла бы рассудить нас. Значит, ты слишком занят для разговора, если только это не спор. И вот мой вопрос. Есть группа, которая обитает в тенях, и где бы они ни появлялись, они оставляют это место в руинах. Они звучат для тебя как хорошие люди. Ладно, могут быть и хорошими людьми. Я-то откуда знаю.
Maybe they're law enforcers of some kind, and the places they're leaving in ruin are the hideouts of evildoers? Да, может быть, и хорошие люди. Может, они закон устанавливают и уничтожают логово всяких злодеев. Да ты шутишь. Да никто в здравом уме не подумает, что это хорошие люди. Так ты думаешь, я с ума сошла? Я просто хочу сказать то, что у меня закончилось время разговоров. Свали. Я не буду перезагружать. Что ответил, то ответил. Ау. Слон. Expandable motorcycle, check. Electromagnetic signal clamps, check. A refractor scarf, check. Helmet targeting system, check. 30 years of doing maintenance on these databanks. 30 years of depravity, depression, and negativity. People's dreams. Список покупок очень грустного человека, похоже. Happiness erased. They no more. I believe in the World Organization's overall message, but I don't believe that people should have to have their thoughts monitored, uploaded, and archived on a daily basis like this, for anyone to see. And I'm gonna put a stop to it, once and for all. Tonight, I'll use my maintenance keys and access the lowest level of the databank infrastructure in this facility. There'll probably be 2,000 men down there, just like me, stabilizing and rerouting all the databanks. Он не в восторге от того, что все эмоции, мысли и все такое записывается, и он хочет положить этому конец. Using my refractor scarf to hide it, I can take it in there with me. As soon as the motorcycle's ready, I'll fill up the clamp shooters, blast through the place as fast as I can, and shut down all the cables before they can react. И он хочет пробиться в место, где записываются все эти эмоции и мысли и все такое на мотоцикле. И потом он все взорвет. Ясно? Сюда. Налево. А, это пазл. Тут нет ничего интересного. Не похоже. Я решил пазл с лазерами, но меня нервирует то, что одна штука осталась незажженной. Does anyone know where I can find any Salots around here? I've been looking for them for hours and no one seems to know where to find them. If anyone can help me out, I'll be sure to reward you. No one? They call this place a refinery, but I've yet to meet a fine man around here. I guess I'm going to have to take things into my own hands. Hey, grunt guy, person, man. Could you help a lady out? My friends told me that this place was covered in Salots, and I haven't seen a single one. Эта леди хочет найти себе пришельцев, тех самых, которых мы убивали последние несколько минут. Hey, did you really have to slap the back of my head? There's no Salots here. Your friends got it wrong. We only give them some lava from here. They couldn't stand a hot environment like this. Duh. Did you have to be such a jerk about your reply? And I think you're lying to me, covering up the truth and all that. Now, I did say that I'd reward you, right? If you're honest with me, we can go into that alley, have ourselves a mutual exchange of what we want from each other, and, well, you look pretty pent up to me. Она спросила у стражника, где находятся пришельцы. Он сказал то, что понятия имеет, и то, что здесь для них слишком жарко. Она сказала, что он лжет, а если расскажет ей правду, то она расплатится своим телом.
за ответ. Seriously insinuating what I think? Don't talk about that out here. There's cameras everywhere, just trying to trick me to... aren't you? Just like all the other guys in the squad. But I'm being honest with you, I don't know where the Salots are at. We only signed the peace treaty with them last week. Oh, you think I'm the one lying now? Get over here then, and we'll see just which one of us is more honest. I can tell you right now that I'm way too damn horny to keep playing games with you. So you can take me or leave me. Мужик все еще целится, а она слишком возбуждена, чтобы принять «нет» в качестве ответа. Звуки культурного обмена. Но он говорил правду. You're kidding me. Да ты You really смеешься. were being honest? Ты что, вы правда был честным со мной? Ну, если это так, то я закончилась. And ass to me, and now this guy's just as useless. I'm not gonna give up though. I'll figure out where those sexy as fuck Salots are, and then fuck their brains out. All of them. All for me. All the time. That would be bliss. Hey, does anyone know where I can find any Salotstat in this facility? Since they're apparently not in this refinery. Ну, можно только позавидовать ее целеустремленности. Тут скучновато. Hey again. Приветик. Figured I'd let you know. The next room's got some real weirdos in the bottom left area. Probably a good idea to stay away from them. Хотел предупредить то, что в следующей комнате есть какие-то очень странные ребята в левой части. Granted, they weren't hard for me to escape from. You, though... Мне было легко от них сбежать, но Are you ты... trying to say I couldn't do it? Ты хочешь сказать то, что я не смогу справиться с этим? Be honest with yourself. Are you as agile as I am? Будь честна с собой, ты настолько же подвижна, как и я. Но учитывая то, что я тебя уже дважды спас, я гораздо более подвижная, чем ты. Well, no. Нет. And that's why you'd likely have a problem. И, скорее всего, поэтому у тебя будут проблемы. Speaking of problems, Кстати говоря, о проблемах. I've been hearing a lot about this Seaber guy ever since I got here. You think he's all he's been made out to be? Я много слышал о Сипере после того, как я попал сюда. Что думаешь о нем? Думаю, то, что он впечатляет. Honestly, from those gold databanks I've been reading, he seems really impressive. Да, он впечатляет. Also, he's supposedly the creator of the fragments we're looking for. Кстати, скорее всего, он и есть создатель фрагментов, которые мы ищем. Yeah, I heard about that. From what you've said too, I'll trust he's worth his salt. Да, я тоже об этом слышал. И учитывая то, что ты сказала, он заслуживает внимания. Why'd you want to know that anyways? Но почему ты хочешь об этом узнать? Connections, obviously. Связи, конечно же. Если его настолько впечатляет, то он, скорее всего, Never mind. I should have known coming from you. неважно, должна была And догадаться. I should have known your bias against Hobnobbin hasn't changed. But I got more important things to do than to try and convince you otherwise. Ну ладно, я достаточно времени потратила на разговоры с тобой. Same here. Согласна. Later then, Talia. Позже, Талия. Wait, does she know Sieber's dead? Погоди, она знает, что Сибер мертв? He's not dead. Он не мертв. He's just lost. Он просто He'll show потерян. up again someday, when the Он time появится comes. снова, когда время придет. Now, get back to the mission. Теперь возвращайся к миссии. Okay. Ладно, конечно. Reminder to never say he's dead ever again. Напоминаю себе, никогда не говори то, что он мертв. Никогда. Значит, слева находятся странные люди в следующей местности. Запомним. I can't believe I missed this all those years ago. All of it was right here, in plain sight. The Alpha Omega program was dismantled years ago by the rebels.
And the Taskers knew all along. But the Taskers trickled down rumors and whispers to the lower ranks that Alpha was still roaming the hallways, ready to catch any gratification factory workers and trick them into being an accessory to an exilable crime. Putting fear like that into the heads of innocent World Organization members. Тут говорится то, что повстанцы отключили проект Альфа-Омега, но ходят слухи, что Альфа все еще активен и охотится за людьми. I'm not entirely sure on whether it was the Taskers or the Fragments, but I do know that they offered a handsome reward to any grunts that found out information about the whereabouts of Alpha. And of course, a few grunts every cycle would take the bait. The handsome reward awaiting them, though, was a full exile. The higher-ups didn't want anyone incompetent enough to falsify stories like that. But when you tempt a man with such a reward, and such poor living conditions, it's practically entrapment. Они обещали награду любому бугаю, который передаст сведения об Альфе. Но все, что ждет тех, кто эти сведения передавал, это изгнание. But there's a reason for all of this. Not an excusable reason, but it is the reason I've found to be most likely. From further research I've conducted, it appears that the World Organization were greatly shamed by the quality of work Alpha represented. But even more so, it was that the rebels, of all groups, had effectively come up with a way to increase organization member productivity beyond anything they'd seen before. They weren't willing to allow this shame to go unchecked. And so after checking multiple databases and my own leads, I've concluded that Jameson S. Tumar was hired to scrub this stain on organization history clean by making an even more powerful version of Alpha. Видимо, Альфа каким-то образом связана с повстанцами, и повстанцы каким-то образом увеличили продуктивность членов организации. Теперь организация пытается создать более мощную версию Альфа. I'm not sure of anything else past this point. And after publishing this report, I'm not sure I'll get to find out anything else either. But at least this much will be out there. И не похоже, что он найдет что-то I'm willing to еще. be exiled for this, but the truth must be known. Он не против, если его изгонят, но правда должна быть раскрыта перед всеми. Даже если люди посчитают его предателем. Так. Ну что, поведемся? Она сказала то, что здесь находятся странные люди, которые, скорее всего, сделают со мной нечто странное. Так кто был фрагмент? Я подобрал 2 фрагмента. Погодите, это все? И это все? Я думал, здесь будет какая-то встреча с кем-то или что-то еще, а здесь просто фрагмент. Мне же пришлось столько пазлов вообще решать. Ну, точнее, не очень долго, но решать пазлы ради первого фрагмента. Ну ладно, наша подруга не заметила. Ой. Hello there! After the unexplained disappearance of Spinal Death Pizza last month, I've heard it from a number of fellow Salots that they really miss his Salot special. I feel the same. There was nothing else like it here. Well, it's only been 40 years since we first landed here. Given how violent and savage these Earthlings have been, well, it's felt like 400 years. And that Salot special was one of the few things that eased the situation for us. So, I decided to reverse engineer his pizza. After 500 attempts, I think I figured out the recipe. Mostly. Похоже, то, что эти пришельцы очень любят пиццу. И один из рецептов им особенно нравится. И поэтому один из этих пришельцев, целостов, потратил 500 попыток на то, чтобы воссоздать этот рецепт. Here's what I came up with for Spinal Death Pizza's special Salot's variety pizza. First,
The ingredients. 10 ounces of pure lava. If you don't know how to remove impurities, see my earlier guide on that. 4 globes of Salot's jelly. A frost sheath. Set to maximum time stretch. Minimum temperature reduction. Any extra toppings you'd like for extra nutrition. First, merge the 4 globes into a single one. Then push your fists into it repeatedly until you flatten the jelly into a disc shape with raised edges around 14 inches in diameter. Next, pour the lava slowly onto the disc. Дальше идет рецепт пиццы. Не думаю, что он съедобный для людей, потому что один из ингредиентов является лава. Now, add any of your extra toppings. You can let the lava cool to your liking too. Finally, to preserve freshness and temperature, wrap it in a frost sheath with the listed settings. Consume when ready. Truthfully, unlike the olders, I don't see much value in anything in the past or present of these Earthlings. Nothing of worth to introduce to the homeworld. I think visiting here 3,500 years ago was already one time too many. And I still don't understand why the ancients wanted us to come back to Earth now of all times. But Spinal Death Pizza and his creations? I think all of us Salots should make an exception there. He was the closest thing the Earthlings ever had to one of us, and we miss him lots. Wherever he's at now, hopefully he's happy. Они уже были раньше на Земле, понятия не имеют, зачем вернулись, но считают то, что этот создатель пиццы, человек, был единственным стоящим землянином. Кнут. As of late, I've been researching a particular Earthling legend. This female cryptid has apparently existed in their folklore since the time before what they call the Revenge, colloquially. Among the scraps of historical material that survived the disaster, thousands have claimed to see her, but none have concrete evidence of her existence besides videos and pictures. I've also found that many Earthlings had a wide breadth of creative resources at their fingertips during that era. Given their inclination towards the fantastical, could all reports simply be falsified? Это дневник пришельца, который ищет информацию про женщину Криптида. Ну или просто подозрительную женщину. Earthlings have also shown a lack of misgivings throughout history towards deliberately distorting the truth in exchange for some sort of reward. A trait we Salots thankfully rid ourselves of long ago, else we would have... Come on already, so slow. Catch up. You have the worst cardio ever. Scanners, analyze the last 10 seconds! My word, that was Stontan! The chemical readouts, residue, and the entity accompanying her, all the reports line up perfectly. That means I'm the first Salots to document an Earth-based cryptid from the pre-disaster era during the post-disaster era. That's a road for my tree. Was that a wild woods inhabitant? Понятно, наследовал Зонтан. Еще одна ссылка. Но исследовать ее — это плохая идея. Я нашел шлем. Прямо вот здесь. Разгадываю эту загадку. Нужно просто привести эту штуку, чтобы открыть проход к нему. Ну ладно, пошли дальше.
Ира, богиня. Погодите, Ира, я уже слышал про Иру в лавовой местности. Oh, how splendid! It's been thousands of years since I saw these lands, and they've advanced so much since then. Such beautifully desolate wastelands contrasted against pristine domes full of life. It boggles the mind to theorize about how all this came about. I think I'll go in for a closer look, mingle with the residents, and all that fun stuff. Let's go! Wow, everyone seems frightened to see me. Do humans have the capability to see gods and goddesses now? Эта богиня 1000 лет не видела людей и сейчас очень возбуждена. Ей очень понравились перемены, отсутствие жизни почему-то и присутствие куполов, в которых цветет жизнь. И похоже, что люди теперь могут видеть богов, а раньше не могли. Impressive, impressive! I can't wait to see what other surprises are in store for us. Can they hear us too? Hello? 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 It looks like they still need some work there before they can understand our language. Now we're sad. Oh, what's this? Data bank? Let's scan it! This could work! I can put my thoughts into one of these if I reconfigure it a bit. Just a second! And done! Yay! Now, if I run our memories of the past 5 minutes through a new converter... Checking it out, it seems it worked! Hi there, you reading this? You're reading my thoughts! Well, this is what we were thinking at the time, now it's just text on the screen. Она не могла придумать, как общаться с людьми, но нашла терминал и записала туда свои мысли. И теперь общается при помощи терминала. Sadly, it seems we have to go back to our realm. Can't stay around here with you mortals too long, or we'll lose our sense of self. Good luck to all you fleshlings, and maybe, just maybe, if you're lucky, we'll bless you with our presence again. In another 1,000 years. Hello, you lovely earthlings! И она решила вернуться через 1000 лет. Потому что если она останется здесь, то ничем хорошим это не закончится. For decades, the rebels and the World Organization for Regulation of the Masses have been at odds with one another, unable to find common ground on almost every topic imaginable. In 2980, though, an exception was found. A person that both sides universally admired and respected. That person was known around the globe as Holy Nectarines, the savior of foodies everywhere. Somehow, in the expanses, they produced delicacies that were thought to have went extinct centuries ago. Короче, повстанцы и мировая организация никак не могли не найти ничего общего, пока не появился некто священный нектарин, который производит вкусную еду, деликатесы, которые считаются потерянными по всему миру. Their first delicacy, of course, were the juicy, supple, ripe nectarines that they spread all across the nodes and rebel camps alike. Billions of people awoke to find the treats at their doorstep. Many were confused, but quickly the legend spread of how tantalizing these treats were, with none of us having had anything like it before. Of course, we had had nectarines before, but whatever they were doing to these, it was as if we were tasting food for the first time in our lives. As a result of this being the first bounty from this mysterious benefactor, and the gift seemingly appearing out of nowhere, the moniker Holy Nectarines was given to them. Understandably, some balked at the idea of giving someone a religiously based title. It had been over 200 years since religion had any part in our society. Он разносил нектарины по домам, которые были несравнимо вкуснее, чем нектарины, которые люди до этого пробовали. Миллиарды людей полюбили подарки этого человека, которого посчитали святым. И это первое сравнимое с легендой с религией существо за последние 200 лет. But how else could anyone explain this? There were no logs, no visuals, no audio, no one to reward for such an act of kindness.
As a result, while most knew it was unlikely to be a religious event, the moniker stuck. Nowadays, Holy Nectarines is a household name, with all of us expecting some new fruit, vegetable, or savory treat to appear at our doorstep yearly. Каждый год от этого святого ожидали новые фрукты или что-нибудь вкусненькое, но в этом году он не принес подарки. Покинул ли их святой? Никто не знает, где он находится, но все мечтают получить вкусняшки. The possible reasons behind their disappearance, how they could possibly grow such food in the wastelands of the solitary expanses, why they kept their identity a secret, and where they might be now. We'll also take a look at all the rumors, like our savior possibly being a Salot, as well as their connection to the cult of holly turnips, and more. To continue past this summary, please submit 25 credits into your personal device of choice. Люди считают то, что этот спаситель может быть селостом, пришельцем, но никто не знает, кто на самом деле, как он выращивает еду и где он может сейчас находиться. Продолжим. Отлично, теперь я готов к телепортации. Что вообще за способы перемещения в этих местах? Это 3000 год. Можно подумать, что они придумали какой-то способ получше перемещения. Эй, ты меня слышишь, подозрительная дама, женщина, привет. Я тебя слышу, в чем проблема? Да без проблем, просто ты обещала мне объяснить, что это такое модуль, или узел, или что это за фабрика такая. Но ты так это и не сделала. Ты права. Мои извинения. Не могла подобрать время, учитывая мои другие занятия. Да и вся та информация, которую ты мне предоставляла, держала меня занятой. Что за информация? Когда я тебе еще хоть что-то давала? Не беспокойся насчет этого. Давай продолжим разговор. Что же касается терминологии, которой ты каким-то образом не уверена, я начну с самой малой части — модуль. В данный момент ты находишься в модуле, единичной комнате, а пути объединяют модули вместе. Также есть специальные модули, называемые хабы. В таких хабах находятся места сохранения. Ну, то есть платформа, на которой ты сейчас стоишь. Ну, также есть дополнения всякие, которые приходятся только в некоторых модулях, точнее этих, узлах. И мосты, которые объединяют... почему я забываю слово, которое я сказал только 5 секунд назад? Узлы. Мосты объединяют узлы. Да, звучит просто, чтобы понять. Надеюсь на это. Что же касается... Я же только что сказал это слово. Узлы, то это как раз то, где ты находилась раньше, узел славы, и ледяной узел, где ты находишься сейчас.
Facilities. These are large, domed buildings containing multiple linked nodes, arranged for optimal productivity. Также есть фабрики, которые объединяют в себе несколько крупных узлов, объединенных, которые имеют собственное предназначение для производства. Often managed and kept running by a mainframe computer, designed specifically for that facility's nodes. Фабрики управляются специальными компьютерами, задизайнены специально для определенных узлов. A facility can contain between 1 to 10 nodes, and the one we're in has 4 nodes, technically. Одна фабрика может вмещать в себя до 10 узлов, и та, в которой мы сейчас находимся, находится 4 узла технически. Технически. 3 of them are established nodes by the worm. The 4th is something we'll discuss. 3 из них принадлежат Ворму. 4 же, мы это обсудим в другой раз. That's not ominous at all. Звучит не жутко. Higher up than facilities are sectors, which cover a region of facilities. And then, finally, precincts, which encompass single or multiple islands. В общем, дальше идут сектора, после фабрик, а дальше уже там целые острова идут. Is that it? Это все, Hopefully, надеюсь, you've already dumped a lot of info потому on что это me. много I don't think I информации. could remember any more than this, И я не so думаю, что смогу запомнить больше, чем это, так что disappointing. But разочаровывает. there's one last small thing I need to cover. Но есть еще одна небольшая вещь, которую мне нужно покрыть. If you notice the plaques at the entrances and exits to each module, the text on them is an abbreviated form of all the terminology I just explained. На табличках, которые ты можешь найти при входе и выходе, находится вся необходимая информация, которую я тебе только что объяснила. P1M1 would mean Path 1, Module 1. E2 would mean Extension 2, and so on. P1M1 означало бы путь первый, модуль первый, и 2 означает увеличение 2, ну, еще продление. Great. Now, can I get back to the mission? Отлично, можно я теперь вернусь к миссии. In one ear and out to the others, it seems. Залетает в одно ухо, вылетает из другого. What the hell? I've been Да какого listening. черта? Я тебя слышал, я... I'm joking. Да шучу я. Go ahead and get back to it. We'll talk more once you return with another piece. Да шучу я, теперь возвращайся к работе. Мы поговорим позже, когда ты принесешь еще один кусок пазла. Oh, well, all right then. Ладно, хорошо.